Сегодня кажется, что следы нашей цивилизации останутся на Земле навсегда. Города, дороги, мосты, заводы, спутники на орбите, пластик, который уже нашли даже на дне океана. Все это выглядит чем-то постоянным, но на самом деле это иллюзия. По мнению геологов, через несколько сотен лет большая часть современных зданий превратится в руины. Через тысячи лет исчезнут мосты, плотины и небоскребы. А спустя миллионы лет природа почти полностью сотрет все, что построило человечество. Даже следы самой страшной катастрофы со временем исчезнут. И тогда возникает простой, но очень неудобный вопрос. Если однажды наша цивилизация сможет исчезнуть почти без следа, почему мы так уверены, что до нас этого никогда не происходило? Именно этот вопрос в 2018 году решили изучить астрофизик Адам Фрэнк и климатолог Гэвин Шмидт. Они не пытались доказать существование Атлантиды, не искали рептилоидов и не собирались переписывать историю. Их интересовало совсем другое. Если миллионы лет назад на Земле уже существовала развитая цивилизация, смогли бы современные ученые вообще обнаружить ее следы? Ответ оказался настолько необычным, что их работа быстро привлекла внимание научного мира. Авторы назвали ее гипотезой Силуриан. Название они взяли из сериала «Доктор Кто», где силурианами называли разумных существ, переживших сотни миллионов лет в подземной спячке. Но сама гипотеза не имеет ничего общего с фантастикой. Это попытка ответить на очень простой вопрос. Может ли цивилизация исчезнуть настолько полностью, что спустя миллионы лет никто уже не сможет доказать, что она вообще существовала? И вывод, к которому пришли Фрэнк и Шмидт, оказался куда тревожнее любой научной фантастики. Современный человек, Homo sapiens, появился около 100 тысяч лет назад. При этом сложная жизнь существует на Земле уже примерно 600 миллионов лет. Получается, что вся история человечества занимает лишь крошечную часть истории нашей планеты. Практически все это время прошло без нас. Есть еще один любопытный факт. Ни одна известная цивилизация не существовала вечно. Древний Египет просуществовал около 3000 лет, затем исчез. Та же судьба постигла шумеров, римлян, инков, ацтеков и десятки других великих государств. Каждому поколению казалось, что их мир будет существовать всегда. Но история снова и снова показывала обратное. А теперь представьте сотни миллионов лет, которые прошли до появления человека. Этого времени вполне хватило бы, чтобы другой разумный вид успел появиться, создать собственную цивилизацию и исчезнуть задолго до нашего появления. Но сразу возникает другой вопрос. Если это действительно произошло, смогли бы мы вообще найти хоть какие-то следы? Обычно кажется, что прошлое изучают с помощью раскопок. Находят древние города, храмы, оружие или предметы быта. Но такой способ работает только тогда, когда речь идет о тысячах или десятках тысяч лет. На масштабе миллионов лет все становится совсем иначе. Возраст Земли составляет около 4,5 миллиардов лет, но почти вся ее поверхность постоянно меняется. Континенты медленно движутся, сталкиваются, раскалываются и постепенно уходят в глубины планеты. Горы поднимаются, океаны исчезают, а древняя суша буквально перерабатывается недрами Земли. Если миллионы лет назад на одном из таких участков существовал город или даже целая цивилизация, сегодня от нее не осталось бы абсолютно ничего. Но даже если она находилась там, где суша сохранилась до наших дней, это еще не значит, что мы смогли бы ее обнаружить. По расчетам Фрэнка и Шмидта, города, дороги, заводы и любые другие сооружения за несколько миллионов лет полностью разрушатся и станут практически неотличимы от обычной горной породы. А если вспомнить, что современные города занимают меньше 1% поверхности Земли, становится понятно, насколько малы шансы случайно наткнуться на такие следы спустя миллионы лет. Именно здесь начинается самое интересное. Авторы гипотезы считают, что искать нужно вовсе не руины древних городов. По их мнению, самые важные следы цивилизации оставляет не на поверхности Земли, а гораздо глубже, в слоях горных пород, где постепенно сохраняется история нашей планеты. Любая развитая цивилизация потребляет огромное количество энергии.
самый простой способ получить ее – сжигать нефть, уголь и природный газ. Все это образовалось из остатков древних живых организмов и содержит большое количество особой формы углерода – углерода-12. Когда такое топливо сгорает, этот углерод в огромных количествах попадает в атмосферу. При этом соотношение других разновидностей углерода начинает меняться. Но этим изменения не заканчиваются. В атмосфере становится больше углекислого газа, постепенно растет температура, начинают таять ледники, а вода в океанах меняет свой состав. И самое главное, все эти процессы оставляют след в горных породах, где могут сохраняться десятки и даже сотни миллионов лет. Именно поэтому Фрэнк и Шмидт предлагают искать не здания и не дороги, а такой своеобразный отпечаток цивилизации. По их мнению, он должен выглядеть как резкое изменение состава углерода и кислорода, необычно высокое содержание некоторых металлов, быстрое потепление климата и появление химических веществ, которых почти не бывает в природе. Когда исследователи сравнили этот список с историей Земли, они обнаружили очень странное совпадение. Около 56 миллионов лет назад наша планета пережила один из самых сильных периодов потепления за всю свою историю. По меркам геологии все произошло почти мгновенно. Всего за несколько тысяч лет средняя температура Земли выросла сразу на 5-8 градусов. Полярные льды полностью исчезли, а возле современного Северного полюса климат стал почти субтропическим. По оценкам ученых, на территории нынешней Аляски тогда росли растения, похожие на пальмы. Но больше всего исследователей удивило другое. Именно в слоях этого возраста нашли почти все признаки, которые, по расчетам Фрэнка и Шмидта, должна оставлять промышленная цивилизация. Там обнаружили резкое изменение состава углерода, сильное падение уровня кислорода в океане, массовую гибель морских организмов и очень высокое содержание углекислого газа в атмосфере. Большинство ученых считают, что все это произошло из-за мощных вулканических извержений. Но окончательного ответа нет до сих пор. Исследователи все еще не могут точно объяснить, откуда в атмосфере появилось столько углерода за такой короткий срок. И самое интересное, что это был далеко не единственный подобный случай. Около 100 миллионов лет назад огромные области Мирового океана почти полностью лишились кислорода. Причины этого события до сих пор вызывают споры. А спустя еще несколько миллионов лет произошло новое резкое потепление, очень похожее на первое. Каждый раз ученые видят почти один и тот же набор странных изменений. И каждый раз не могут с уверенностью сказать, что именно их вызвало. Конечно, все это еще не доказывает, что до человека на Земле существовала другая цивилизация. Об этом прямо говорят и сами авторы гипотезы. Но они обращают внимание на одну важную вещь. Если мы заранее не знаем, какие следы должна оставлять древняя цивилизация, то можем смотреть прямо на них и принимать их за обычные природные явления. И это только начало, потому что дальше появляются находки, которые выглядят еще более странно. В 1972 году французский физик Франсис Перрен изучал месторождение урана возле района Окла в Африканской республике Габон. Во время работы он наткнулся на находку, которая сначала показалась просто невозможной. Анализы показали, что около 2 миллиардов лет назад в этом месте действительно шла цепная ядерная реакция. Проще говоря, здесь когда-то работал настоящий природный ядерный реактор. Ученые нашли сразу 16 отдельных участков, где происходил этот процесс. По их расчетам, реактор проработал сотни тысяч лет. Он выделял тепло, расходовал уран и оставлял после себя те же продукты распада, что и современные атомные станции. Со временем появилось и официальное объяснение. По мнению большинства специалистов, здесь просто совпало сразу несколько очень редких условий. В породе оказалось достаточно нужного вида урана, рядом находилась вода, а сама порода имела подходящее строение. Все это и запустило цепную реакцию без участия человека. Сегодня именно эта версия считается основной. Но вопросы все равно остаются. Почему в одном месте оказалось сразу 16 таких участков? Как они смогли работать так долго? И почему следы реакции выглядят настолько аккуратно, будто весь процесс шел по заранее заданному сценарию? Возможно, все это действительно случайность. Но на этом странности не заканчиваются.
В 1932 году египетский исследователь Патрик Клейтон ехал через Ливийскую пустыню недалеко от границы Египта и Ливии. В какой-то момент под колесами машины что-то громко захрустело. Он остановился и увидел на песке прозрачные куски стекла. Сначала находка показалась случайной, но позже выяснилось, что таких осколков здесь тысячи. Они разбросаны по территории больше 6000 квадратных километров. Некоторые из них весят больше 20 килограммов, а их возраст — около 29 миллионов лет. Эту загадочную находку назвали ливийским пустынным стеклом. Самое удивительное в том, что обычный песок мог превратиться в такое стекло только при температуре выше 1800 градусов. Причем нагрев должен был произойти почти мгновенно. И сразу на огромной территории. Что именно произошло, ученые до сих пор точно не знают. Самая популярная версия — падение крупного астероида. Но проблема в том, что подходящего кратера рядом так и не нашли. Есть и другое объяснение. Возможно, космическое тело взорвалось прямо в воздухе, как это когда-то произошло над Тунгуской, а мощная волна жара расплавила песок еще до удара о Землю. Но есть одна интересная деталь. В 1945 году, когда в американском штате Нью-Мексико испытали первую атомную бомбу, песок вокруг взрыва тоже превратился в стекло. Позже это стекло назвали тринититом, хотя по составу оно отличается от ливийского пустынного стекла. Сам процесс их образования выглядит очень похожим: мощный мгновенный нагрев, экстремальная температура и огромная площадь, на которой обычный песок превращается в стекло. Примерно 29 миллионов лет назад в ливийской пустыне произошло нечто очень похожее, однако единого объяснения этому событию нет до сих пор. Но следующая находка выглядит еще более загадочной. В Южной Африке, в породах возрастом около 2 миллиардов 800 миллионов лет, нашли странные металлические шары. Сегодня их называют сферами Клерксдорпа, по названию ближайшего города. Их размер совсем небольшой, от 1 до 10 сантиметров. Одни выглядят почти идеально гладкими. На других хорошо видны несколько ровных параллельных бороздок, которые словно кто-то специально провел вокруг всей сферы. Самое странное. Внутри некоторых шаров есть полость с волокнистым веществом, происхождение которого до сих пор остается неизвестным. Большинство геологов уверены, что это обычные минеральные образования, которые иногда появляются в природе сами по себе. Но есть детали, которые до сих пор вызывают вопросы. Некоторые сферы настолько ровные, что их форма почти не отличается от идеального шара. Бороздки идут строго параллельно друг другу и расположены на одинаковом расстоянии, будто их сделали каким-то инструментом. Но больше всего удивляет даже не это. Возраст этих находок — почти 3 миллиарда лет. В то время на Земле еще не было ни животных, ни растений, ни даже многоклеточной жизни. Планету населяли только самые простые одноклеточные организмы. И на этом странные находки не заканчиваются. В 1961 году во Франции, недалеко от местечка Сен-Жан-де-Ливе, рабочие добывали известняк и неожиданно наткнулись на необычные металлические предметы. Они были похожи на полые трубки. Одни совсем короткие, другие заметно длиннее. Но самое удивительное было не в их форме. Эти трубки находились внутри известняка, возраст которого составляет примерно 65 миллионов лет. При этом вокруг них не было ни трещин, ни следов того, что металл попал туда позже. Создавалось впечатление, будто трубки оказались внутри еще тогда, когда сама порода только образовывалась. Находку описали во французских научных публикациях, но убедительного объяснения ей так и не нашли. И это далеко не единственный подобный случай. Еще в 1852 году исследователи сообщили о необычном металлическом сосуде, найденном после взрывных работ внутри древней породы возрастом около 600 миллионов лет. По словам очевидцев, сосуд был украшен цветочным узором и серебряными вставками. Спустя несколько десятилетий, в 1885 году, шахтеры в Австрии нашли еще один необычный предмет. Это был небольшой металлический брусок почти правильной формы. По всему его периметру проходила глубокая и очень ровная бороздка. Позже находку назвали зальцбургским параллелепипедом. Самое любопытное, что нашли его в угольном пласте возрастом около 60 миллионов лет.
Конечно, каждую такую историю можно объяснить ошибкой, мистификацией или просто неправильной оценкой находки. Но когда подобных историй становится слишком много, невольно начинаешь задаваться вопросом: а что, если среди них все-таки есть хотя бы одна, которая действительно не вписывается в привычную картину истории Земли? Но самые интересные следы могут быть связаны вовсе не со странными находками. Если на Земле действительно существовала развитая цивилизация, возникает другой вопрос: что могло ее уничтожить? За всю историю нашей планеты произошло как минимум 5 великих массовых вымираний. Во время каждого из них исчезала большая часть всех живых существ, от 70 до 96% видов. Самая страшная катастрофа произошла около 252 миллионов лет назад. Сегодня ее называют Великим Пермским вымиранием. Тогда исчезло почти 96% морской жизни и около 70% всех наземных позвоночных. По сути, жизнь на Земле оказалась на грани полного исчезновения. По самой распространенной версии, причиной стали гигантские вулканические извержения на территории современной Сибири. Они продолжались очень долго и выбросили в атмосферу столько углекислого газа, что климат планеты изменился до неузнаваемости. Но и здесь не все так просто. Некоторые исследования показывают, что основная волна вымирания произошла намного быстрее, чем можно ожидать при таком медленном процессе. Возможно, все случилось всего за несколько тысяч лет. Есть и другие странности. В породах того времени нашли необычно высокое содержание никеля, иридия и других элементов, которые часто появляются после падения крупных космических тел. А в 2004 году под толщей антарктического льда исследователи обнаружили огромную кольцевую структуру диаметром около 500 километров. Многие считают, что это гигантский ударный кратер, возраст которого примерно совпадает со временем Великого вымирания. Если эта версия верна, Земля могла пережить сразу 2 катастрофы одновременно: мощнейшие вулканические извержения и удар огромного астероида. Смогла бы пережить такое хоть какая-нибудь развитая цивилизация? Скорее всего, нет. Но авторы гипотезы считают, что существует еще более тревожный сценарий. Любая промышленная цивилизация неизбежно меняет окружающий мир. Она добывает полезные ископаемые, сжигает топливо, расходует природные ресурсы и постепенно влияет на климат. И чем сильнее развивается такая цивилизация, тем сильнее становится ее воздействие на собственную планету. Если миллионы лет назад на Земле существовал кто-то еще, он вполне мог пройти тот же путь, что сегодня проходит человечество. И тогда причиной его гибели стали бы не вулканы и не астероид. Возможно, эта цивилизация просто уничтожила собственный мир своими же руками. Конечно, все это еще ничего не доказывает. Ни одна из этих находок не означает, что до человека на Земле существовала развитая цивилизация. Большинство ученых считают, что реактор Вокла возник естественным образом. Ливийское стекло осталось после падения или взрыва космического тела. Сферы Клерксдорпа считают природными образованиями, а древнее потепление объясняют мощными извержениями вулканов. Именно такой точки зрения сегодня придерживается наука. Но Фрэнк и Шмидт задают другой вопрос. Можем ли мы вообще быть уверены, что до нас на Земле никогда не было другой цивилизации? Если она появилась сотни миллионов лет назад и просуществовала недолго, ее следы могли исчезнуть настолько, что сегодня мы просто не способны их узнать. Но возникает еще один вопрос. Как вообще могла выглядеть такая цивилизация? Мы сразу представляем людей, города, дороги и заводы. Но это лишь привычный для нас образ. Большую часть истории Земли планетой правили вовсе не млекопитающие. Сначала рыбы, потом насекомые, затем рептилии. И высокий интеллект вовсе не требует человеческого мозга. Осьминоги решают сложные задачи. Вороны делают инструменты. Дельфины узнают себя в зеркале. Да, они не строят города. Но это не значит, что разумная цивилизация обязана быть похожей на нашу. В 1982 году палеонтолог Дейл Рассел предложил любопытную идею. Он попытался представить, каким мог стать хищный динозавр Троодон, если бы астероид не уничтожил динозавров. Так появилась модель существа, которое назвали динозавроидом.
прямоходящего динозавра с большой головой и ловкими руками. Конечно, это всего лишь мысленный эксперимент. Никто не знает, как на самом деле пошла бы эволюция. Но он напоминает о простой мысли. Разум не обязан появиться именно у человека. За 600 миллионов лет у природы было достаточно времени, чтобы попробовать этот путь не один раз. Но если такая цивилизация действительно существовала, почему мы до сих пор не нашли ее следов? Ответ может быть гораздо проще. Все дело во времени. Человеческая цивилизация существует около 10 тысяч лет, а промышленная эпоха — всего 300. Но даже за этот срок мы уже изменили состав атмосферы, океанов и почвы. Эти следы сохранятся миллионы лет. При этом города, дороги и заводы занимают лишь крошечную часть поверхности Земли. Через 500 миллионов лет вся наша промышленная история превратится в тонкий геологический слой, скрытый между километрами горных пород. Пример такого слоя уже существует. После катастрофы, уничтожившей динозавров 66 миллионов лет назад, осталась прослойка толщиной всего несколько сантиметров. Именно она сегодня рассказывает о событии планетарного масштаба. Наша эпоха тоже оставит после себя уникальные следы. В 2014 году геологи описали пластигломерат — новую горную породу, возникающую, когда расплавленный пластик соединяется с песком, камнями и ракушками. Это первая известная порода, появившаяся благодаря человеку. Еще один след — кости домашних кур. Сегодня их на Земле около 33 миллиардов. По мнению палеонтологов, именно они могут стать главным ископаемым нашей эпохи. Именно здесь возникает главный вопрос гипотезы Силуриан. Если человечество оставляет столь заметный геологический след всего за несколько столетий, то любая другая развитая цивилизация тоже должна была оставить свой. Проблема в том, что его еще нужно найти. Достаточно ошибиться всего на несколько сантиметров, и следы целой цивилизации могут навсегда остаться незамеченными. Но гипотеза Силуриан заставляет по-новому взглянуть не только на прошлое Земли, но и на поиски жизни во Вселенной. Существует знаменитое уравнение Дрейка — формула, с помощью которой ученые пытаются оценить, сколько развитых цивилизаций может существовать в нашей галактике. Она учитывает количество звезд, число пригодных для жизни планет, вероятность появления жизни и вероятность возникновения разумных существ. Даже самые осторожные оценки допускают существование десятков тысяч цивилизаций. Но гипотеза Силуриан предлагает еще более необычную идею. Если развитая цивилизация однажды исчезла, это не значит, что история планеты закончилась. Спустя миллионы лет жизнь могла появиться снова и еще раз пройти путь до разумных существ. Получается, одна планета теоретически могла стать домом сразу для нескольких цивилизаций, разделенных миллионами лет и ничего не знавших друг о друге. Именно поэтому Фрэнк и Шмидт предлагают внимательнее изучать даже нашу Солнечную систему. Когда-то Марс был теплым и влажным. По нему текли реки, существовали озера и, возможно, моря. Эти условия сохранялись сотни миллионов лет. Достаточно для развития сложной жизни. Некоторые модели показывают, что и древняя Венера могла иметь океаны и мягкий климат. А под многокилометровым льдом Европы скрывается океан соленой воды, который, по некоторым оценкам, больше всех океанов Земли вместе взятых. Возможно, однажды мы исследуем эти миры и убедимся, что сегодня там нет жизни. Но их далекое прошлое может оказаться совсем другим. При этом авторы гипотезы не утверждают, что древняя цивилизация действительно существовала. Они лишь показывают, современная наука пока не может ни подтвердить, ни окончательно исключить такую возможность. Зато мы точно знаем другое. Уже сейчас человечество оставляет геологический след, который сохранится миллионы лет, измененный состав атмосферы, пластик, радиоактивные элементы, новые минералы и миллиарды костей домашних животных. Когда-нибудь будущие исследователи найдут этот слой и зададут тот же вопрос, что и мы сегодня. Это была обычная природная аномалия или след исчезнувшей цивилизации. А как считаете вы? Могла ли на Земле существовать развитая цивилизация задолго до человека? Или всему есть естественное объяснение? Напишите свое мнение в комментариях. Оно действительно интересно.